жалко, что ты не можешь ко мне приехать», — вздохнул внук и как-то приглушенно добавил. «Тут ко многим в воскресенье приезжают». Голос Артемки прозвучал грустно и с какой-то ноткой безысходности. «Гостинцы, небось, привозят», — не подумав, ляпнула Матвеевна и тут же сразу пожалела об этом. «Привозят», — невесело согласился внук, но тут же с жаром добавил. «Но главное не это. Главное, что они могут увидеться и поговорить друг с дружкой. Только ты, бабушка, не думай про это. Я же понимаю, что из Перми до Москвы добираться на поезде долго. Да и денег у нас таких нет. Ничего, бабуль, я как-нибудь справлюсь, дослужу как положено». Матвеевна еще несколько минут поговорила с внуком, затем он отключился. Весь вечер у нее из головы не выходил разговор с Артемкой. Легла спать и никак не могла заснуть. Стали ей представляться ряды серых солдатских казарм, между которыми стояли деревянные скамейки. На скамейках тесно сидели обритые наголо новобранцы и их близкие. Родня наубой кормила мальчишек вкусной домашней снедью, и все они дружно смеялись, переговаривались. И только ее Артемка одиноко подметал в стороне дорожки, и некому было приехать и поддержать его добрым словом и побаловать домашними пирожками. У Матвеевны аж слезы выступили на глазах от такого грустного зрелища. «Нет, Артемка, не бывать тебе сиротинушкой», — прошептала Матвеевна. Она достала из сундука старый мужнин рюкзак, сложила в него теплые шерстяные носки, которые хотела отправить внуку посылкой. Утром первым делом побежала к соседке Надьке. Дочка ее, Ксенька, училась в 8 классе и еще в прошлый раз сказала, что нашла в компьютере какую-то страницу, где написано про часть, где теперь служит Артемка, и про то, что там написано, что им в посылках можно посылать. Ксенька подозрительно зарумянилась, когда Матвеевна сообщила соседям, что самолично поедет и навестит внука. И тут же кинулась к компьютеру, чтобы выписать Матвеевне список продуктов и вещей, необходимых солдату. Потом, отпросившись у матери, быстро собралась и пошла вместе с Матвеевной помощницей. Они дождались рейсового автобуса и поехали в райцентр, где Матвеевна зашла в сберегательный банк и сняла с книжки гробовые деньги, решив, что радость и улыбка внука дороже денег. «Если что, соседи похоронят, не разломятся», — подумала она, все же в душе надеясь в будущем понянчить правнуков. В местном магазине она накупила 2 банки сгущенки, сухие печеньки, килограмм карамели и множество всяких других вкусняшек. Там же, в райцентре, нагруженные пакетами, они доехали на другом автобусе до железнодорожного вокзала. Посетовав немного, Матвеевна все же взяла билет на боковое верхнее место. Других билетов на завтра уже не было. «Ничего», — подумала она, — «доеду как-нибудь». Потом Матвеевна пекла в полночи пирожки любимому внуку. Утром ее провожали на рейсовый автобус Надька с мужиком своим и свояченица Клавка. Смущенная Ксенька, улучив минуту, торопливо сунула Матвеевне в руки небольшой сверток и с придыханием, шепотом попросила ее передать это Артемке, но только самой не открывать сверток ни в коем случае. В райцентре Матвеевна села в набитый битком автобус, шедший до железнодорожного вокзала. «Но почему всегда эти пенсионеры с утра пораньше в автобусе мешаются?» — возмущенно воскликнула молодая девица и недовольно дернула плечами. «Сидели бы себе дома, так она еще с таким рюкзаком залезла». «Так я, дочка, на вокзал еду, внука в армии навестить хочу. Вот, гостинцев ему чуток набрала», — виновато пояснила Матвеевна. «Ничего себе, чуток! Да тут полгорода можно накормить», — продолжила была девица,
Но тут с переднего сиденья поднялся здоровенный бугай в спецовке, что сидел до этого к ним спиной, и хмуро посмотрел на нее. «Рот свой закрой, трещотка! А ты, мать, иди сюда, садись. В армии любой гостинец самым вкусным кажется, особенно когда его свои привозят». Пассажиры живо потеснились, пропуская рассыпавшуюся в благодарности Матвеевну. Бугай вышел на вокзале вместе с Матвеевной и дотащил ей рюкзак прямо до вагона. «У тебя, мать, какое место?» «Да, милок, обычное у меня место. Спасибо тебе, соколик, за помощь». Матвеевна попыталась сунуть ему 100-рублевку. «Обижаешь, мать!» Опять нахмурился Бугай и, схватив рюкзак, занес его в вагон. Увидев, какое место досталось Матвеевне, тут же договорился с парнями из соседнего отсека, и один из них, услышав, куда и к кому едет эта бабка, тут же согласился поменяться с нею местами. Через 2 дня Матвеевна оказалась ранним утром на Казанском вокзале. Таксисты обходили стороной плохо одетую маленькую старушку с большим тяжелым рюкзаком за спиной. Но сразу же было ясно, что нет у нее денег на такси. Матвеевна же, стараясь крепко и ровно держать спину, прошла вместе со всеми прибывшими пассажирами в большое привокзальное здание. Яркие огни, блестящие экраны, толпа пассажиров и встречающих, глухой голос диктора, объявляющего прибытие и убытие поездов. Матвеевна поначалу даже растерялась от всего этого. Она остановилась около одного из киосков с едой и поняла, что очень хочет горячего чаю. Скинув с плеч тяжелый рюкзак, поставила его в угол между киосками и подошла к окошечку, в котором было видно продавщицу в белом фарточке. Та неторопливо налила в коричневый пластиковый стаканчик кипятку и кинула в него пакетик с чаем. Матвеевна расплатилась и, придерживая кончиками пальцев горячий стаканчик, направилась к своему рюкзаку. Она посмотрела в угол между киосками, и стаканчик выпал из ее вдруг задрожащих пальцев. Рюкзака не было. «Ой, божечки!» — тихо воскликнула Матвеевна, и сразу 1000 молоточков застучали у нее в висках. На всякий случай она зашла в этот угол, потопталась там на враз ослабевших ногах, растерянно оглядываясь по сторонам, и побрела со слезами на глазах и поникшими плечами к выходу из вокзала, ощупывая по пути свою куртку. «Спасибо, Клавка, надоумила паспорт и деньги во внутреннем кармане всегда держать. Жаль, столько добра пропало. Но ты, Артемка, не думай, я к тебе все равно сегодня приеду. Вот только в магазинчик зайду и куплю тебе всего вкусненького. Так, кило печенья, кило конфет, сгущенка». Стала выкладывать товар перед Матвеевной продавщица привокзального киоска и внимательно посмотрела на вдруг всхлипнувшую бабку. «Плачете, бабушка? Что случилось? Обидел кто?» «Да вот, внучку в армию везла гостинцы. Не успела отвернуться на несколько минут, а рюкзака и след простыл». Горестно вздохнула Матвеевна и вновь виновато улыбнулась. «Сама проворонила. Думала, что можно, как у нас, в селе, вещь оставить, и ничего с нею не будет». «Это Москва, бабушка», — покачала головой продавщица. «Здесь кого только нет. Глаз да глаз тут нужен. А где внук-то служит? Да вот сейчас прикуплю ему гостинцев и поеду на метро до станции. Ой, уже название забыла», — спохватилась Матвеевна. «Про Тамань там чего-то говорилось». «А, Таманская дивизия, метро Саларьево». «Мой тоже там служил 5 лет назад», — неожиданно оживилась продавщица и вдруг замахала кому-то рукой. «Петр Васильевич, можно вас на минутку?» Через несколько минут плечистый, крупного телосложения старший лейтенант Круглов быстро опросил Матвеевну про внука и про рюкзак и тут же, отойдя в сторону, набрал номер на своем мобильном телефоне. «Это я. Короче, тут твои подрезали у бабки рюкзак темно-синий, а она внуку в таманскую гостиницу везла.
Из Перми человек приехал. Солдат обижать нельзя. Живо тащи мне этот рюкзак, и чтобы все было на месте, иначе ты меня знаешь». Еще через 10 минут счастливая Матвеевна, вновь рассыпаясь в благодарностях, просеменила за широко шагавшим лейтенантом Кругловым до самого вагона метро. Доехав до конечной станции, она вышла из метро и, покрутив головой, поняла, что без людской помощи не найдет нужную автобусную остановку. Спустя 5 минут она уже сидела на переднем сиденье в большом комфортабельном автобусе и внимательно рассматривала своих попутчиков. Многие из них, груженные пакетами, тоже, видимо, ехали к своим солдатикам. «Сынок, а остановишь мне, где Таманская будет, ладно?» Просительно она улыбнулась хитрому водителю в темных очках. Тот молча кивнул. «Мы тоже туда едем. С нами пойдете. Мы вам более короткий путь покажем». Неожиданно раздался голос сзади. Матвеевна живо обернулась и увидела лысеющего мужчину за 40 и его дородную, весело улыбавшуюся супругу. Спустя полчаса Матвеевна сидела на коричневой деревянной скамейке прямо во дворе воинской части и сама не могла поверить тому, что вот всего 2 дня назад она была у себя в селе, и Москва казалась ей такой далекой и недостижимой. А теперь вот она, Москва, рукой подать. И сидела уже Матвеевна на скамейке рядом со своим внуком Артемкой и гладила его по обритой щетинистой голове и кормила пирожками, что пекла всю ночь перед отъездом. Счастливый внук, прижимая к груди пакетик, переданный соседкой Ксенькой, вовсю уминал выпечку, запивая ее колой. Матвеевна, улыбаясь и светясь от радости, окинула взглядом скамейки, на которых тесно сидели солдатики и их родные и близкие, и все дружно смеялись и переговаривались. Неожиданно ее взгляд упал на одинокого солдатика, подметавшего чуть поодаль пустой плац. Он изредка кидал на счастливчиков грустные взгляды и продолжал монотонно махать веником. Матвеевна быстро накидала пирожков в мешочек с печеньками и конфетами, схватила одну из 3 купленных бутылочек с колой и встала со скамейки. «Сейчас, Артемка, кушай пока, а я быстренько вон того хлопца угощу. К нему никто, видать, не приехал». В 6 часов вечера посещение солдат родственниками было закончено, и Матвеевна, попрощавшись с Артемкой, направилась к выходу. Она пошла обратно к автобусной остановке. Почти пустой рюкзак болтался у нее за спиной. Матвеевна шла легкой походкой. На душе у нее было светло и радостно. Теперь Артемка не будет чувствовать себя одиноким и позабытым, позаброшенным. Глядишь, получится еще разок-другой навестить. Вон как у нее все здорово получилось. И хоть и правильно говорят, что в Москве всегда держи ушки на макушке, а сколько хороших людей она встретила на своем пути. Матвеевна с чувством исполненного долга вошла в автобус и вновь села на прежнее место.